Дорогие друзья, всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Я вышел к вам на связь, и все-таки я когда-нибудь научусь подготавливать сценарий к своему видео, но это не точно. Много писали в комментариях, что шеф, куда ты пропал, Мухаммад, куда ты пропал, где видео. И в сегодняшнем выпуске, друзья, не будет рецепта. Я просто вышел к вам на связь, чтобы рассказать, чем я занимался, что происходило за эти полгода в моей жизни, что я делал, что я сейчас делаю и что я собираюсь сделать. Желаю вам приятного просмотра. И для меня очень важно, чтобы этот ролик вы посмотрели не в спешке. Если вы сейчас куда-то идете, куда-то едете, что-то делаете, не смотрите это видео. Посмотрите его дома спокойно. Я вас очень прошу поддержать это видео своим лайком и комментарием. Еще раз вам приятного просмотра. Мы начинаем. Ребята, та аудитория, которая следит за страницей Instagram, за моей страницей Instagram, Мухаммад Муртузалиев, вот здесь отмечу. Те, кто не следят, подписывайтесь и следите. Там бывают лайв-сторисы из каждого дня моей жизни, что у меня происходит, я стараюсь делиться. Так вот, та аудитория, которая следит за мной в Инстаграме, они знают, как давно я хочу купить себе уже нормальную машину, все. И я заказал, вот летом я заказал, где-то вот в июле, в конце июля я заказал машину, которую хотел, X6, все. Отдал за нее там задаток у официальных дилеров, в Минводах мы съездили и заказали. Все было хорошо, все. Также, кто следил за моим инстаграмом, знали, что у меня раньше была машина, двойка BMW, и мне ее разбили. Я ехал там и попал в ДТП, виновником был не я, ну не суть. Суть в том, что мне ее разбили, благо там у меня была она застрахована в каско. Вот. И это было в декабре, ДТП произошло 2021 года. Вот. И как бы они не выплачивали очень долгое время, но не суть, мы к этому еще вернемся. Один прекрасный день, я думаю, почти все вы знаете, что у меня есть служба доставки еды и кафе, которая находится в городе Каспийск. Я вас периодически на своих видеовыпусках приглашаю. Те, кто посетят наш город, что обязательно пришли ко мне в гости в кафе, даже могли со мной там увидеться, попросить, чтобы сотрудников попросить, чтобы я приехал. И, как говорится, сфоткаться, пообщаться, там, познакомиться. Всегда буду рад. Так вот, доставка работает у меня в отдельном торговом центре, отдельный там цех, кухонный цех, такой оборудованный, хороший, на 3-м этаже, в центре города. Кафе находится у меня в парковой зоне, там есть посадочные места и на веранде, и в зале, вот. И еще я снимаю для вас контент, да, там, видеорецепты, там, всякие интересные видюшки, короче. Один прекрасный день в августе, это 1 августа, если не ошибаюсь, мне звонят с утра и говорят, что тот торговый центр, где находилась наша доставка, он закрыт. Его закрыли там по каким-то там причинам, что какие-то проблемы с документами. Не суть. Суть в том, что все предприниматели, которые работали в этом торговом центре, были поставлены перед фактом, что все, работать там нельзя, забирайте свои шмотки и идите, что хотите, делайте. Конечно, первым же делом я прилетаю просто туда, смотрю, там все оцеплено, там судебные приставы закрывают это здание, торговый центр вообще, сотрудники мои стоят. Это, знаете, это очень интересный, да, опыт был в моей жизни, когда ты имеешь свой бизнес в Дагестане и находишься в арендованном помещении, это не значит, что у тебя все хорошо. Это ты должен быть готов ко всему. В любой момент, в любой день может получиться какая-то ерунда. И внутри себя я всегда это чувствовал. Вот я вам клянусь, я не знаю, как это исходило вот изнутри, что что-то может произойти. То, что
Вот кто-то придет и как будто закроет, несмотря на то, что вроде бы все там налажено, все там и с налоговой, и со всеми делами, везде все коммунальное, все оплачивано, оплачивается все вовремя. Но вот такой вот сверчок у меня был в душе. Ну, не суть. Суть в том, что я прихожу, вижу эту картину, сотрудники стоят, мои сотрудники, потом сотрудники судебных приставов, там, они оцепили, опечатали, и все. Все, бизнес сгорел. Представляете, где работало много там людей, курьеров, там, поваров, все. А если бы это произошло с заведением, с рестораном, то есть, куда гости приходят покушать, они звонят, то это не было бы так трагично, потому что для службы доставки еды, когда ты закрыт, это очень трагично. Когда человек звонит, и он не дозванивается, он начинает звонить к твоим ближайшим конкурентам. И так ты теряешь клиентуру. На тот момент у меня была очень большая база клиентов. Мы очень были востребованы, и звонков было очень много. В день у нас бывало где-то 400-450 звонков, а в праздничные дни, а то и больше. Друзья, минуточку вашего внимания. Так как вы знаете, что я фудблогер, и иногда у нас на кухне происходит во время съемок такое, что какой-то продукт может просто взять и выпасть с рук. И у нас будет очень грязно на кухне. Или же может случиться так, что вы случайным образом разольете молоко. И на такой нередкий случай меня всегда выручает пылесос Atwell, друзья. Это уборка жидкого и сухого мусора, чистки ковров, мойка пола мягким валиком. Эффект может быть усилен применением фирменного моющего средства с дезинфицирующим эффектом. Способность быстро устранять загрязнения любых типов, экономит время на совмещение сухой уборки с мойкой пола. А сейчас я вам наглядно продемонстрирую, как пылесос Atwell справляется с такой задачей. Вот такими вот легкими движениями за пару секунд пылесос Atwell решил нашу проблему. Друзья, вкусная еда рождается в чистоте. Я вам всем рекомендую вот такой вот пылесос замечательный. Также можете его приобретать не только для себя, но и на подарок. А по промокоду ШЕФ вас будет ожидать приятная скидка в 7% на официальном сайте. Скидка действует до 30.04.2023 года. Ссылку оставлю в описании. Переходите в описание, переходите по ссылке, приобретайте такой замечательный пылесос. Для себя и на подарок, друзья. Шеф готовит, рекомендует. А так, очень важный факт, друзья. Пылесос Atwell сам себя омывает, очень удобен и легок в эксплуатации. Вы извините меня за то, что я так пытаюсь все в подробностях рассказать. Просто мне хочется максимально передать то мое состояние, чувства, эмоции человека, который душу вложил в свое дело. Человека, который вот начинал вот реально с чистого листа, с нуля, имея там начальный капитал, у меня где-то 75 тысяч рублей был, я сам там вел Инстаграм, принимал звонки, там готовил сам и сам развозил. И это, заказов было мало, и я это все один успевал делать. Вот я был один в маленькой кухне, там я арендовал за 6 тысяч рублей, я, по-моему, рассказывал в другом видео. Кстати, видео про то, как я начинал, будет в описании. Я уезжаю куда-то, что-то я звонил там знакомым, у кого при должностях, общих знакомых, республика, город маленький, и по-любому каждый где-то кто-то кого-то знает. Это тоже не прокатило, Ну ладно, я сел и я, честно сказать, хотел отпустить руки, я подумал, нет, это слишком забирает много нервов и здоровья, это служба доставки еды, вообще этот общепит, это настолько сложно. Ты, если ведешь общепит, если ты хочешь, чтобы он развивался и приносил прибыль, тебе надо просто взять и свою жизнь отдать этому общепиту. Ты должен полностью уйти туда.
Я говорю конкретно за общепит, потому что я занимаюсь общепитом. Но я не знаю в других сферах бизнеса как. Может быть, там тоже так. Но я считаю, что общепит это один из самых сложных, да, бизнесов, которые вообще есть. Потому что всю дорогу надо держать руку на пульсе. А если ты только отвлечешься, все, это будет потеря потерь, так скажем. Вот так. Я подумал и думаю, давай лучше я закрою. Ну, получилось. Начну развивать там YouTube, что-то. Потом начну там как-то Инстаграм развивать. Может, я вообще переехать хотел вообще отсюда в другую страну. Планировал переехать и все начать как-то, ну, новую жизнь какую-то начать без этого бизнеса, в другой нише себя найти, там, может быть, в недвижимости, там, попробовать себя. Были такие мысли. Потом как-то я подумал и думаю, неужели такая вот трудность меня постигла, да, испытание. И мне, чтобы его решить, я просто сматываю удочки и, получается, смотал удочки до первого препятствия, и все, и ушел. И знаете, это как-то меня задело, мол, неужели я такой слабый? И решил, что попробовать, может, переехать куда-нибудь в другое помещение. А вы знаете, вот перевести доставку еды, большую доставку еды, это не там магазин одежды, это там не салон красоты, это там не школа танцев, где там можно вот так за один день взять и переехать. Нет. Это должна быть такая локация, подходящая конкретно под это дело. Чтобы там была возможность установить там мангал, чтобы там была возможность протянуть вытяжную вентиляционную систему. Да, в конце концов, чтобы это была удобная локация с точки зрения для логистики, чтобы курьеры могли удобно разводить в разные части города, так как у нас, получается, доставка, она одна на весь город. Город у нас небольшой, и нужно подобрать такую локацию, чтобы с этой локации в любую точку города было удобно. Захожу я на Авито, листаю, ну просто ничего не нахожу. И знаете, им еще же нужен там, чтобы более-менее какой-то ремонт был. А если взять каркасное помещение, это такие расходы, понимаете, к которым я не был готов. Я был настроен на то, что я заказал себе машину. Я был настроен, что работает у меня доставка, я был настроен на путешествия, я был настроен на какой-то контент, я хотел ездить в разные страны и оттуда уже снимать какой-то контент, показывать какие-то интересные там заведения, их блюда. Но это у меня, как говорится, отложилось в долгий ящик. Так вот, друзья, и такой момент, что и помещение на Авито не нашел, так как, я повторюсь, у нас город очень маленький, и все такие более-менее хорошие помещения сразу расхватывают как семечки. Потом я встретился со своим первым шефом Мухаммадом, который когда-то брал меня на работу, я о нем тоже рассказывал в своем прошлом видео, которое будет ссылка в описании. Я встретился с ним, поговорил, знаете, я ему предложил, рассказал о всей ситуации и ему предложил работать вместе. Я сказал, если ты будешь у нас шефом в МТОКио, то, как говорится, я вперед. Я буду находить средства, чтобы вложиться. Я сказал, у меня будет мотивация, потому что шеф, вот всем говорю, вот моим коллегам, там, конкурентам, всем, вот, кто с общепита, шеф-повар я имею в виду, это сердце вашего бизнеса. То есть, либо это доставка еды, либо это какой-то ресторан. Сердце, которое заставляет работать весь остальной организм. Если у вас нету шефа, то в вашем, как говорится, заведении нету сердца. Я был уверен в том, что если придет такой шеф, как Мухаммад, что у меня будет мотивация работать и развиваться. Мотивация, которую я с годами утратил, честно говоря. Опять-таки, почему? Потому что у меня не было такого шефа, который бы меня устраивал. Такого шефа, в решениях которых я был бы уверен. Такого, к сожалению, не было. Так вот, он сказал, хорошо, он согласился.
И вот знаете, вот с его согласия у меня пошла какая-то новая волна мотивации, потом энергии. Кстати, он единственный человек, там, кто может меня, знаете, вот так подталкивать, подстегивать. Я не знаю почему, но это реально так, что вот, например, ни мой отец, там, ни мать, ни кто-то из друзей, ни там, кто-то из старших там, братьев или кто, так не может на меня повлиять, как почему-то он. Я не знаю, почему это так, но это так. И это очень хорошо. Когда знаете, когда вам никто не указ, получается, у вас нету никакого начальства, да, и вы со временем к этому привыкаете и позволяете себе расслабиться, там, куда-то опоздать, там, куда-то, ну, не прийти, лишний раз что-то сделать, лишний раз отдохнуть, и вы расслабляетесь. А когда есть человек, который скажет: ты что, обнаглел, что ли? Ну-ка встал, давай, приехал, тебе надо вот это сделать. Если ты вот это не сделаешь, то никто этого не сделает. Вот. И почему-то его голос я слышу, когда он так говорит. Ну, это очень хорошо. Всем желаю вам, чтобы у вас был человек, который вас подталкивает идти вперед. Все, мы с ним поговорили, я вышел, и все, я такой воодушевленный, опять захожу на Авито, и знаете, вот, я нахожу помещение и звоню к, ну, думаю, хозяину, попадает, ну, там, оказывается, был риэлтор. Договариваюсь о встрече. Все, он сказал, я прямо сейчас туда подъеду. Я сказал, я тоже. И теперь я все собираюсь, выхожу из дома, говорю родителям, что я нашел помещение там. И знаете, это помещение в хорошей локации. Оно было с ремонтом, ну, такой базовый ремонт, то есть там, ну, кафель, стены, да, и освещение. Нужно было сделать, знаете как, мне нужно было сделать перегородки какие-то там, спроектировать кухонный цех. То есть моя работа облегчилась в том, что это уже ну, не каркас, там не надо все там по новой делать. Нет, это было помещение с ремонтом, новое помещение в новостройке, в котором еще никто не работал. Вот его там купили, сделали ремонт, такой, да, классический, аккуратный, и выложили объявление, чтобы сдать в аренду. Приезжает риэлтор, он мне показал все помещение. Мне оно безумно понравилось. Вот знаете, вот когда ты работаешь там в одном цеху, я вообще за всю историю М-Токио, я несколько цехов поменял. С какого-то мы просто выросли, какой-то там нам, ну, были какие-то разногласия там с хозяевами или что-то. Всякое бывало. И вот когда ты несколько локаций поменял, опыта набрал в проектировке кухни, например, да, ты знаешь, где как должно быть. А я, благо у меня такого опыта, ну, очень много. И я уже с точки зрения, да, своего опытного глаза пристрелялся на помещение, что где будет, примерно какие возможности. Ну, знаете, вот я на тот момент понял, что лучшее помещение под доставку еды в этом городе я просто не найду. Только если не взять какой-то там участок земли и не построить с нуля. Только если так. Но это опять-таки время даже. А вот вы спросите, вот пока это все происходит, клиенты, которые звонят на доставку, куда они попадают? Вот, это очень интересный момент, сейчас мы на него переключимся. В первый же день закрытия доставки я понял, что там вопрос будет решаться очень долго. И я принял решение перевести все вот эти компьютеры, где, ну, звонки, где принимаю, да, колл-центр перевести в кафе. То есть я половину зала закрыл, там разместил наших операторов, и они принимали заказы, уже находясь в кафе. Это другая локация, это другое помещение. И заказы у нас сузились. То есть если у нас на доставке были там, был обширный ассортимент меню, в том числе и блюда на мангале, то в кафе такого нету. Почему? Потому что в кафе маленькая кухня. И вот мы с этой маленькой кухни развозили роллы, пиццу там и какие-то горячие блюда. То, что могли, то и давали клиентам. Если бы я так не сделал, то доставка вообще просто бы погибла с концами. Ее бы пришлось бы, я не знаю, просто заново как-то возрождать, что ли, или просто новую открывать под новым, там, я не знаю, логотипом, под новым именем, брендом. Ну вот. То есть, пока я все это делал, там, договаривался, ходил, смотрел, клиенты дозванивались,
и получали там какой-то узкий ассортимент блюд. Вот. Это тоже мне сыграло на руку. Чем ничего, хоть что-то до лучшего. Так, короче. И я с риэлтором договорился, сказал, что меня это помещение устраивает, что я его беру в аренду. Я вот рассказываю, везде будут какие-то слайд-шоу с того времени. Вот. Приезжает хозяин, ну, нужно же с хозяином договор составить. Приезжает хозяин, друзья, прикиньте, вот так интересно. Вот сейчас очень интересный момент будет. И вы знаете, хозяин подъезжает, выходит из машины, и я вижу, что ко мне подходит мой друг моего детства, человек, с которым мы выросли вместе и очень крепко дружили. Есть люди, такие близкие друзья, которых, ну, трудно назвать друзьями, они, ну, больше как братья. Вот приехал такой человек, его зовут Марат, он оказался хозяином этого помещения, и это был очень мой близкий друг. Он на работе своей, я на своей работе, у каждого мы выросли, у каждого свои дела, и не всегда получается общаться так, как, ну, раньше, в детстве там. Я понимаю, что, походу, хозяин помещения, мой друг, начинает смеяться, радоваться, да, риэлтор тоже в шоке. Мы с Маратом сразу, он закрыл помещение, мы сели и уехали в заведение на обед, пообедать. И за столом мы начали, я ему все рассказал, что, как у меня произошло. И он говорит, ну все, забирай, пользуйся. Я ему говорю, ну давай по цене договоримся. На что он сказал, ну сколько хочешь, столько и мне плати. Ну сколько сам решишь, вот сколько тебе удобно, столько и плати. Это было, ну, очень приятно слышать. Дай Аллах здоровья Марату и его семье. И дай Аллах, чтобы у каждого из вас был такой человек, который мог вам вот так сказать, что, ну, чтобы вам стало приятно. Я сказал, что Марату так дело не пойдет, и мы с ним должны договориться. Потом в ходе разговора мне пришла идея, я так думаю, я же заказал машину, и может быть я откажусь от машины и куплю это помещение у него, он мне его продаст. Он предложил ему, получается, он поехал, поговорил с отцом, отец согласился, и получилось так, что у меня очень крутое помещение свое, в котором мы начали делать кухню. Слайды шоу будут вот здесь на видео, на монтаже мы их вставим. Мухаммад, вот приехали, брат. Вентиляторы. 2. Они, наверное, дороже даже, чем эта газель. В общем, так все закрутилось, друзья, и завертелось, что я загорелся новой задачей, там, новой целью открыть самую крутую доставку уже в этом городе, даже в республике. И начали уже осуществлять этот проект в жизнь. Магомед, ассаламу алейкум. Вот, привели полный порядок, собрали. Вот это вот гидрофильтр, 2 печки. Вот он, вытяжной зонд. То есть вытяжной зонд и гидрофильтр – это одна конструкция. Вот, поскольку у вас еще воду не провели, воду, слив, Рустаму Ахмедовичу все объяснили, как что сделать, как что подключить, сказал, сам вот это вот подключит. Остальное все сделали, приехали, выполнили, как обещали, все нормально. В процессе всего этого получилось так, что я травмировал ногу. Я травмировал колено, и мне пришлось уехать на операцию в Москву. Представляете, вот тот момент, когда я очень был нужен проекту, очень был нужен, я получил травму. Травму получил и поехал на операцию. Операция была в Москве, оперировал меня Андар Артыш Вячеславович. Артыш Вячеславович, вам большой привет, салам алейкум. Спасибо вам огромное за то, что
провели так круто операцию, что я уже сейчас могу нормально ходить, уже потихоньку возвращаюсь к упражнениям, к тренировочному процессу, восстанавливаюсь, реабилитация проходит тоже отлично. Ребята, я вам всем рекомендую, это не реклама, это там не какой-то пиар, это вот реально от души, потому что у меня был частичный разрыв крестообразной связки, ПКС операция. Так вот, люди, которые страдают такой же травмой, как и я страдал, то я вам всем рекомендую вот этого хирурга, который работает в Москве, клиника называется МедСи, Андар Артыш Вячеславович. Вот его инстаграм тоже я здесь укажу. Иншаллах, буду в Москве, я ему обещал, что подарю свой китель. И обязательно это выложу в сторис потом. Так что подписывайтесь на мой инстаграм тоже и следите за моими сторис. Так вот, поехал, прооперировался, в этом тоже мне помог мой шеф, он со мной в Москву полетел. Получается, две ключевые фигуры, которые отвечали за проект доставки, мы отключились, мы поехали на операцию. Все, операция, слава богу, прошла успешно, мы прилетели сюда, было в Москве очень холодно на тот момент, и вот я на костылях, это было очень сложно, нормально на машине ездить не мог, нога была такая отекшая, не то движение, очень сразу больно. И тот момент, когда мне нужен был там более-менее какой-то покой, я не сидел, не лежал дома, мне приходилось на этих костылях выбираться и что-то там делать. С кем-то, с этими мастерами там договариваться, контролировать, что-то привозить, увозить. Вот такая суматоха. Опять-таки, я это рассказываю к чему? К тому, что где я был, что я делал, почему я не снимал видеорецепты. Ну, как вы представляете, сам вот этот процесс видеосъемки рецепта, да, вообще любой видеосъемки, это творческий процесс. То есть ты должен быть в таком состоянии, что у тебя хорошее настроение, ты в отличном расположении духа, чтобы с радостью снять видеоролик, чтобы подарить вам через это видео положительные эмоции. А когда у тебя какие-то там свои головники, да, там какие-то там думки, какие-то тревоги, там нет настроения, ну, то как можно снять видео? Я не знаю, я буду там угрюмый еще на костылях. Это не моя тема. Поэтому я решил, что либо я буду стараться снимать хороший контент с отличным настроением, либо я вообще не буду снимать. Вот так. Всем салам алейкум, друзья. 4 месяца уже я работаю над новой доставкой. 4 месяца это... Вот в августе в начале мы взяли помещение. И до сих пор мы делаем, там ремонтируем, завозим, заказываем. Что-то где-то переделываем. Все делаем так, чтобы никому ничего не мешало, не шумело. Все конкретно какие-то мелочи, все до мелочей продумывается. Если что-то забыли, возвращаемся, заново переделываем. 4 месяца МТОКио уже не работает так, как раньше, там до 2 часов. 4 месяца у нас в меню нету ни шашлыков, ни даргинского чуду, друзья. Поначалу у меня такая чуть депрессия была из-за этого. Но, знаете, иногда вот сейчас такой период, надо было сделать шаг назад, чтобы потом очень много шагов вперед сделать. Что скажу? Скажу, что я в предвкушении открытия, я в предвкушении самой заряженной доставки еды в Дагестане. Вот я вам костылем вот бью по плитке и с уверенностью заявляю, что мои амбиции очень высоки. И я думаю, и иншаллах, я уверен в том, что у меня будет самая адекватная доставка еды вообще в республике. Я очень большой труд вложил в данный проект. Это плюс еще мой многолетний опыт, моего шеф-повара, который будет на этой доставке работать. И в скором времени, иншаллах, у вас будет возможность позвонить, заказать и попробовать вкусную еду с качественной доставки еды.
также хотел добавить немаловажный аспект нашего проекта. Я сделал огромный такой очень большой акцент на условия работы будущего коллектива. Я позаботился о том, чтобы, как сказать, чтобы работнику было комфортно работать, чтобы он никогда там не вонял пирожками, будучи там работником кухни, чтобы дышал свежим воздухом, а не какими-то там испарениями. Много моментов есть, о которых мы позаботились. Даже у нас будет предусмотрен душевая комната для персонала. Там, то есть, если человек захотел пойти, отлучиться там на минут 15-20 и принять душ, такие условия тоже есть и будут на нашей доставке. Это, я считаю, что комфортабельные условия работы это повысит наше качество обслуживания, качество отдачи блюд. И вообще я считаю, что сотрудники и квалифицированные работники будут иметь желание работать на нашей доставке еды. Так что, если вы хороший сотрудник, если вы квалифицированный специалист, там, повар, курьер, оператор, даже техничка, мы всегда рады вам. Приходите к нам на работу. Зарплаты мы тоже обижать не будем. Зарплаты будут у нас высокие относительно других там заведений. Все, прошло время, 10 декабря у нас открытие доставки. Вот я вам здесь слайд-шоу покажу, что как. Мы запустили свою кондитерскую линию. Это первая доставка еды у нас, которая имеет свою кондитерскую линию. Мы запустили там много вкусных новых блюд. Доставка просто очень крутая. Сейчас мы переместимся туда, и я вам все покажу, как сейчас там работает. Друзья, мы переместились на локацию, где находится служба доставки еды М-Токио. Сзади меня находится вытяжная система. Это очень крутая вентиляционная система, друзья, которая имеет шумоподавление, виброподавление, который никаких запахов не разносит по району, и чтобы соседи ни в коем случае не жаловались и не ущемлялись. Вот так вот она выглядит. У нас здесь вход, получается, отсюда входят наши курьеры. Следующая лестница это для наших операторов, там у нас колл-центр. А с той стороны здания у нас есть вход отдельно для поваров и вход для экстренных всяких ситуаций, пожарный выход. Вот. Ну что, пройдемте, покажу. Друзья, вот как сразу мы зашли, мы попадаем в зал ожидания курьеров. То есть здесь уже находятся курьеры, они непосредственно берут готовый заказ, упакованный, и отвозят на адрес. Пойдемте покажу вам операторскую. А это, собственно говоря, друзья, наш колл-центр. Место, где осуществляется прием заказов, все звонки, смски, потом через всякие приложения, все заказы поступают именно сюда. И отсюда наши девочки-операторы уже пробивают заказы и выходят чеки на кухню. Все, пойдемте, не будем их отвлекать. Друзья, это зона нашей выдачи, то есть здесь уже все блюда упаковываются в заказ и передаются курьеру. А сзади меня находится наша кухня. А этот холодильник предназначен строго для нашего теста. Тесто мы готовим и ферментируем в течение 2 суток. Только на 3-е сутки мы начинаем готовить пиццу. Благодаря этому наша пицца выглядит так, как будто бы мы ее приготовили на дровах. Края борта пиццы такие обугленные и имеет очень такой приятный вкус. Так что всем рекомендую, кто будет в Каспийске, обязательно попробуйте нашу вкусную пиццу. Это наши хосперы. Мы готовим некоторые позиции именно на хосперах. Хоспер это такая духовка, которая готовит на углях. В
данном случае мы готовим курицу на углях в хоспире. Это наш основной цех, в нем располагается отдел, где готовится пицца, отдел, где готовятся блюда на хоспире, горячий цех и цех суши. Суши, роллы готовят все здесь. Теперь пройдемте в нашу кондитерскую. Друзья, это наш кондитерский цех. Вот такой вот он красивый, аккуратный. Это наш шеф-кондитер Расул. За вкусные, сладкие, всякие десерты отвечает этот человек. А это наш очень хайповый такой десерт, называется моти. Все его очень полюбили, и это у нас хит продаж. Бисмилля. У меня со вкусом манго маракуйя, так что приезжайте и пробуйте наши вкусные десерты. Это кофемашина специально для персонала, чтобы когда они подустали, могли подойти, заварить себе кофе и взбодриться. Вот, друзья, пицца готова к заказу. Вот я вам показал проект, на который у нас ушло с нуля до полного запуска 5 месяцев. 5 месяцев, я думаю, это крутой цех доставки еды. Все у нас аккуратненько, все на своих местах находится. За что отдельное спасибо нашему бренд-шефу и проектировщику. Это два человека, которые проектировали полностью, где, что, на каком месте будет находиться. Ну а мы с вами сейчас перенесемся в кафе. И я покажу сейчас, в каком состоянии находится кафе и что я делаю на данный момент там. И что я хочу сделать. Кстати, ягодные компоты готовим сами. Друзья, вот мы переместились на локацию, где находилось раньше наше заведение Им Токио. Сейчас вот оно в таком вот состоянии, посмотрите, там идут ремонтные работы. Вот здесь рядом баннер, и на нем примерно изображено, как должно получиться. Сейчас мы с вами поснимаем, как выглядит это все изнутри, а потом придет время, покажем, как получилось, иншаллах, в будущем.
Друзья, в общем-то говоря, вот в таком состоянии находится сегодня наше заведение М-Токио. В полном разгаре идут ремонтные работы. А я, в свою очередь, вышел к вам на связь. Многие писали там, почему нет выпусков. Вот я вам показываю сегодня видео, чем я занимался, что у меня вообще происходило в жизни, какие были у меня вообще дела, и что я делаю сейчас, и что планирую сделать. Вот я с вами пообщался. Так что, друзья, когда откроется кафе, точной даты не знаю, но, иншалла, как если мы его доведем до ума, откроем, я буду рад видеть всех вас у себя в гостях. Обязательно приезжайте, подписывайтесь на канал Шеф Готовит. Я на связи с вами, ждите новые выпуски, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всех благ, обнял, до скорых встреч. Салам алейкум.